Всем доброго утра. Сейчас раннее утро в Москве. И я продолжаю снимать свои ролики. После немного отдохну. Сегодня у меня встреча с человеком. Она очень просила. Приехала в Москву. Точнее, специально дела свои так устроила, чтобы попасть в Москву, увидеться со мной. Естественно, не могу я подвести человека и пойду навстречу. Дорогие друзья, все знают особую молитву от врагов. Да воскреснет Бог. Христианская молитва называется. Поскольку я вам говорила и повторяюсь, что современные религии в основном своровали, присвоили и забрали себе языческие традиции, языческие верования, языческие обычаи, молитвы, заговоры и так далее, и переделали под себя, то я вам сейчас покажу, точнее расскажу историю, настоящую историю этой молитвы. Да воскреснет Бог. Дело в том, что эти слова взяты из египетской книги мертвых. И там действительно сказано: да воскреснет Бог, избегутся враги Его от святого лика Его. Однако христианские богословы упустили очень важный момент. Там сказано: да воскреснет Бог Осирис, и падут враги Его от гнева Его и так далее. Это посвящено Осирису. Слова эти сказаны ее супругой Исидой. И египтяне, читая вот эту оду богу Осирису, возносили его, в то же самое время просили свержения своих врагов в том числе. Осирис – это, скажем так, прообраз Христа, бог природы. Он сначала был богом природы, он был сыном могучих богов, наследником, и он не мог определиться, в какую сферу человеческой деятельности хотел бы быть, что он хотел бы руководить. Один из великих богов колебался, сомневался. И тогда его предки, первоначальные боги, зная его справедливость, захотели назначить его богом потустороннего мира, загробного мира, царства мертвых, великим судьей. Но Осирис не очень желал этого. Тогда они подстроили таким образом, чтобы Осирис умер и оказался на 3 дня в загробном царстве. Ему там понравилось. И, вернувшись обратно, воскреснув, он решил стать богом царства мертвых и судьей. А произошло это таким образом. В красивого, статного Осириса влюбляется Нефтида, супруга бога Сета, бога пустыни, бога тайфунов, бога зла, злой стороны силы. Нефтида влюбляется в него, но поскольку он был верен своей супруге Изиде, она придумывает хитрость, преображается в Изиду и проводит с ним ночь. Зачала она от него Анубиса.
Анубис, собственно, и стал помощником его в царстве мертвых, как проводник. Изида, узнав об этом, ужасно разозлилась и по незнанию, по глупости своей, а может быть, по воле богов, поскольку все это подстроили, и они по их воле это происходило, имея намерение отправить его ненадолго в царстве мертвых, Изида рассказала Сету о неверности жены. Сет был в гневе и, забыв наказать свою жену, всю свою ярость обрушил на Осириса и убил его. Убил его, раскромсал и бросил части его тела по всей земле. Изида, поняв, что наделала, очень пожалела, но было уже поздно. И вот она так расплакалась, что Нил вышел из берегов. Египтяне считают, что эти дни, когда Нил выходит из берегов, это от слез Изиды. Она собрала части тела мужа, опрыскала водой, священной водой Нила, благословила великий Нил. Вот с тех пор считается, что тот, кто утонул в Ниле, есть благословленный, есть избранник богов. Благословила эту воду, и вода помогла соединиться частям тела Осириса, и он воскрес. Природа воскресла, обновилась. Кроме того, есть такой момент научный. Солнце подходит к созвездию Южного Креста, и на 3 дня на этом горизонте, на этом зените останавливается. И хоть мы это не замечаем, но уровень Солнца остается на 3 дня на зените, именно на том месте, где Южный Крест созвездие. Отсюда и поверье о том, что Иисус был распят, через 3 дня с креста его сняли, а потом он воскрес. Много различных версий, но как ни крути, все идет издревле. Так вот, дорогие друзья, и каждый год в определенное время Сет нападает на Осириса, убивает его, и каждый раз Изида плачет. Ниль выходит из берегов, она находит своего мужа, опрыскивает его водой Нила, воскрешает, и вновь Осирис восседает на троне, начинает уничтожать своих врагов, и Сет от него прячется до поры до времени, пока наберет могущество, и снова начинается борьба добра и зла, так считали древние. За что так расплачивается Осирис? За то, что не послушался богов и изначально не захотел царствовать. Царствовать на троне мертвого царства и вынудил их вот таким вот жестоким образом каждый раз его силу обновлять для царства мертвых. Кажись, я уже рассказала всю историю про Осириса. А теперь перейдем именно к обращению, к этому гимну, к этой молитве. Это древнеегипетская молитва, обращение, благословение, которое исходило от богини Изиды в честь своего убитого супруга, который воскрес. «Да воскреснет Бог», — сказала она, и так далее. Взяв этот древний текст, грубо говоря, подгоняя под обычного человека, потому что там есть слова очень сильные, которые для вас опасны, и нежелательно вам их произносить, но подогнав под обычного человека, я создала этот текст, который очень силен. Дорогие друзья, когда начинается преследование на работе, когда начинаются натиски родственников, когда начинаются сплетни, когда начинается нервотрепка, когда вам мешают жить, когда пытаются вас извести,
Возьмите и прочитайте этот заговор, эту древнюю молитву, гимн, обращение к Богу природы, к Богу умершему, воскресшему, знавшему, что такое враги, как их нужно одолеть. Читайте их столько раз, пока у вас голова не закружится и у вас не будет ощущения обессиливания. Потом садитесь или ложитесь, отдохните, и через некоторое время у ваших врагов начнется такое, о чем они даже в страшном сне видеть не пожелали бы. Время от времени обновляйте. Как только начинается обида, боль, унижение, принижение вас, что-либо еще, берете и читаете эту древнюю молитву. Да воскреснет Бог. Но читайте правильно, как я вам дам. Потому что христианская версия, понятное дело, она никуда не годится, и она никак вам не поможет. Это всего лишь украденная, присвоенная молитва, заговор, обращение из древних текстов. Ну, как, собственно, все религии делают. Присваивая, называя это своим. Как присваивая древние праздники, как присваивая традиции зажигания свечи, а именно жертвоприношения огня, да, и очень многое иное. Итак, читать это, когда вам обидно, больно, когда вас преследуют враги. Это вам очень сильно поможет. Даже если у вас нет возможности пока убрать все из своей жизни, на долгое время остановится опасность, пока вы не найдете возможность или средства, например, найти человека практикующего. Итак, начнем. Да воскреснет Бог Осирис, и уничтожатся враги его, сбегут от великого лика его. О грозный Осирис, уничтожь врагов своих и моих. Как воск тает от огня, так тают и гибнут враги его и мои. Исчезнут они, как дым исчезает. Моя душа в это верит и знает. Да воскреснет Бог Осирис, да уничтожит он врагов своих, заодно и моих. Свеча, гори, воск, растай, врагов моих спали. Дым, развейся, враги мои с дымом исчезните. Воскрес Бог Осирис, воскрес и воссел на престол, а мои слова сбылись. Да будет так, и так будет. Вот вам еще один могущественный заговор, взятый из очень древних веков. Вы только представьте, сколько тысяч лет этим обращениям и этим словам. И насколько сильно они работают. Потому что пропитаны этой силой веков, потому что усилены, потому что духи, которые много тысячелетий сопровождают силу магии и много поколений ведьм, они узнают эти слова и приходят на помощь. В этом и есть секрет моих работ. Взяты древние элементы, которые являются ключом. И эти древние элементы сразу же помогают исполниться тому, что вы просите. Всем удачи!